Привет, друзья! Намасте! Это Олег и Рокси на канале India Magic TV. И сегодня у нас продолжение темы про Чандни-Човк, знаменитый район Старого Дели. За 3,5 года, что меня здесь не было, этот район очень сильно изменился. Первое, что я увидел нового здесь, это огромный, красивый, современный торговый центр Омакс. И сегодня продолжаем смотреть на то, что нового появилось на Чандни-Човк. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, на наш телеграм-чат, ну и, конечно, на YouTube-канал India Magic TV. Все ссылки вы найдете в описании. Также там будет ссылка, по которой вы можете оставить донаты для нас с Рокси на жизнь и развитие канала. Ух, и сразу вы попадаете в баню. В баню. Как дворец какой-то белоснежный. Дворец Махараджи. Вот такой торговый центр построили здесь. Около станции Олд Дели и в районе Чандни-Човк. Не было такого, не было. Месяц, парень говорит, месяц этому торговому центру. Ну, как открыли. Не знаю, сколько они его строили, может, год строили. Или больше. Вон Гурудвара уже. И Олд Дели. Выходим. Здесь, смотрите, здесь куча рикш сразу. Ощущаете контраст, друзья, с этим молом. Ну так, туда сходить, поесть в фудкорте, там недорого и, видимо, вкусно. А так я не знаю, что там покупать, там пока ничего нету еще. Там больше половины, 2/3, наверное, еще пока пусто. Магазинов мало-то. О, ну вот это нам ближе, да, друзья? Это родной райончик. Вон там парень спит на улице. Пьяный, наверное. Нет, не пьяный, просто спит. Здесь очки продают. Это вам не мол Омакс. Это Чандни-Човк. Настоящий. Вот это знаменитое место с быстрой едой. Оно довольно популярно у индийцев. Считается, что это хорошее место. Здесь, в Старом Дели. Я всегда его снимаю, когда сюда приезжаю. Намасте. Собачка. Вот. Смотрите. Вот куча часов. Магазин часов. Какой там Омакс. Здесь вот часы такие же, только в 1000 раз дешевле. За 100 рублей можете купить часы и ходить, смотреть время на них. А что еще нужно? Ну вот он. Вот она, друзья, улица Чандни-Човк. И там дальше, и там Красный форт. Слушайте, она другая стала. Эта улица, она уже не такая прям трешовая, она вообще не трешовая. Они сделали новую дорогу. Здесь стала чистая и нормальная дорога. А последний раз, когда я был, вот как раз была стройка здесь по центру. Они дорогу делали, вот это все они строили. И эта улица тоже преобразилась на самом деле. Она уже не такая, как она была раньше. Вот здесь цветочки посадили. Цветочки, видите? Этого не было ничего. Я понял, друзья, они вообще запретили здесь машинам ездить. Похоже. Она стала как Бродвей. Эта улица. Да, здесь же раньше машины ездили. Ездят рикши. Электрические. Но больших машин нету, я не вижу. Здесь грузовики ходили раньше. Ну да, все преображается. Эта улица стала прямо такая. Я не узнаю эту улицу, действительно. Она преобразилась. Вот так все меняется, друзья. Я приеду сюда, например, лет через 10 вообще не узнаете Индию. Будет как Анталия здесь везде.
Вот такие штучки, можно сидеть, отдыхать. Пеньки такие каменные. Обалдеть! Это уже не тот Чантни-Човк. Вы можете посмотреть на моих старых роликах про эту улицу. Тут конкретно такой хаос был. А сейчас это нормальная улица, по которой приятно просто гулять. Просто так прогуливаться в свое удовольствие. Посидеть вот так можно. Здесь был трэш, конкретный хаос был такой. А сейчас это как центральная приятная улица. Можно поспать даже. Вот Макдональдс, видите, слева. Но он здесь и был всегда. Просто он был в окружении такого трэша. А сейчас он как бы на нормальной улице находится. Вот, видите, какая улица сделали? Бетоночку сделали. Да, вот этот магазин я помню. Дальше там должен быть электронный рынок. Ладжпат Рай Electronic Market. Вот это банк, SBI. Я помню, я здесь деньги менял, кстати. Вон есть банкомат. А я заходил, менял деньги. Давно-давно, много лет назад. Надо что-то купить мне там на рынке из электроники. Я нашел, кажется, радиолампы крутые. Английские, Мулард. Я там закупил целую партию этих ламп. По дешевке продавал парень. Вот какой стал Чантни-Човк, друзья. Ага. Здесь даже урны появились. Вот такие. Раньше все кидали на пол просто. Вот Канара Банк. Говорят, в Канара Банке открыть можно счет иностранцу. Вот пожарная штука новая, видите? Вот сделали. Стулья каменные. Это очень хорошо. Я сейчас посидел, попил газировку. Вот. Красивый храм, смотрите, друзья. Он тоже был здесь всегда, этот храм, я помню его. Но его вот так не было видно. Он был закрыт каким-то забором здесь, потому что строили вот эту дорогу, делали. А сейчас можно его вот так поснимать. Вот, друзья, если вы хотите пройти в храм, не проблема, но нужно снять обувь. Да. Здесь вот снимаете обувь и проходите. Но мы не пойдем, наверное. Вот еще какой-то храм один, красный. Он тоже здесь всегда был, этот храм. Просто не было вот этой зоны отдыха рядом с ним. Хорошо здесь, красиво. Вон, можно, кстати, пройти и через дырку в заборе посмотреть, что там за храм внутри. Давайте так и сделаем. Что там внутри происходит? А вон там, в конце улицы как раз, там начинается вот эта достопримечательность делийская. Красный форт, Red Fort, через дорогу. Но отсюда его не видно, потому что закрыто вот этой зеленой штукой. Зачем-то закрыли. Закрыли зеленой штукой. Здесь вот перекрыто, чтобы машины не заезжали в эту новую зону отдыха, которую они построили. Вот. Здесь тоже написано, что на дронах не летать. Red Fort, там красный форт, вот он, через дорогу. Полицейская машина красивая. Вот, дядечка идет. Типа какой-то баба. Давай, заходи. Я за тобой. И вот справа как раз я захожу. Это вот этот самый электронный рынок знаменитый. Мой любимый электронный рынок в Дели. Здесь продают разные радиодетали, электронные компоненты, ну, всякие детали для телефонов. Все такое. Давайте зайдем на этот электронный рынок. Вот он. Называется Old Ладжпат Electronic Market в Дели. Да. Вот он.
Алло! Везде здесь лавочки, в которых можно отремонтировать ваш телефон. Написано везде. Ремонт телефонов. И всякие гаджеты продают. Все, что хотите. Здесь грязно сейчас после дождя. Штативы. Какие-то устройства для фото-видеосъемки. Смотрите, штативы и вот эти осветители, лампы. Китайские вот эти кольцевые лампы. Много магазинов закрыты, может быть. Какой сегодня день? Может, у них выходной. Тут на этом рынке есть какой-то день, который выходной, он не работает. Причем это не суббота, не воскресенье, это посреди недели. Ну вот и храм есть, прямо на рынке есть храм. Видите, это шиваистский храм. Ом Нама Шивая. Да, это храм Шивы, маленький храмик Шивы. Вот Шива. Вот его фотография. Фотография Шивы. Сфотали Шиву. Я был здесь на самом деле очень много раз. Покупал всякий электронный хлам себе. Вот он чай делает. Можно сразу чай попить здесь на рыночке. Смотрите. Красота. Такой приятный запах индийского чая. Hello. आप कैसे हैं? Happy Independence Day. О, кабели. Здесь прямо вот и уличная еда сразу. Видите? Сразу покупаешь электронику и тут же ешь. Вот. Лепешки жарят, пури. Пури жарят. Здесь так везде, на всех электронных рынках везде есть еда. О, вот эта техника мне нравится. Это классная техника. Снова чай-шоп. भाई साहब एक बार पी के तो देखिए आप, एक बार आप पी के देखिए, विश्वास के साथ मिलेगा। छोटा गिलास 10 रुपए का है, बड़ा गिलास 20 रुपए का है, हम दर्द वालों का है। Везде эти китайские лампы круглые. I don't know what is this. Hello, nice. Вот так вот. У меня здесь есть друзья, ребята, которые продавцы в одном магазине. Я много лет подряд у них покупал всякие конденсаторы, радиолампы. И вот у меня была надежда сегодня с ними встретиться и пообщаться. Но, видите, рынок закрыт сегодня. Я понял, что он закрыт не потому, что сегодня какой-то там день недели, когда он не работает. Просто из-за вот этого праздника, День независимости сегодня. День независимости Индии, и рынок закрыт. Ну, большинство магазинов закрыты. Кто хочет, тот может, конечно, работать. Тут нет такого, что вот никто не может работать в этот день, да, вот просто. Кто не празднует, думает, лучше я буду зарабатывать денежку, чем дома сидеть. Вот для меня тоже, например, лучший отдых — это работа. Поэтому... Вот, смотрите. Колоночки продают хорошие. Хорошие. Good. This speaker good? Nice. Looks nice. Я бы тоже купил. Yeah. I like this big one. Boombox. Today market closed, huh? Yeah. Independence Day, that's why, yes. Yeah. Вот он говорит, да, что большинство магазинов закрыто из-за праздника сегодня. Ну, кто хочет, тот работает. Вот, эти работают, ребята. Что вот это? Смотрите, диктофоны. Всякие разные. Вот, какие-то камеры продаются, экшн-камеры. Да, лампочки. Всякий полезный электронный хлам. Я, кстати, столько электронного хлама с собой везу. Полный чемодан, в основном электронный хлам. Вот, видите, как тут темно.
Так что знайте, друзья, вот, если вам что-то нужно из электроники, приходите сюда. Ну, чтобы не было никакого праздника, нормальный день, приходите, купите все, что нужно. Любые радиодетали, всякие там ардуины, транзисторы, микросхемы, конденсаторы, резисторы, все тут есть. Эти флюс для пайки, паяльники, вот эти олово, там, припой. Все есть тут, на этом рынке. Ну, сегодня все закрыто. Я попал в праздник независимости Индии. Ну и хорошо. Я тоже радуюсь этому празднику вместе с индийцами. Я даже и не знал, что сегодня День независимости Индии. Мне Мэри сказала. Написала сообщение, поздравила меня. Happy Independence Day. Написала она мне. О, какие лепешки красивые. Здесь пекут. Давай еще порцию, я снимаю. Вот они, видите? Красота. Thank you. Ача, thank you. А, так это же бесплатно раздают, друзья, просад сегодня. Видите, люди стоят, это бесплатно. Всем дают вот эти большие лепешки и чечевицу там. Называется чоли-бачури. Вот это блюдо сегодня здесь раздают бесплатно. В честь праздника. Ну что ж, идем обратно к метро. Мы побывали на Чандни-Човк с вами, посмотрели, как он преобразился. Здесь теперь вот такая зона отдыха. Я не ожидал, конечно. Два сюрприза здесь сегодня. Это вот эта зона отдыха и огромный красивейший новый молл в районе Чандни-Човк. Индия, конечно, это абсолютно неожиданная страна. Все время преподносит сюрпризы. Постоянно меняется. Вот здесь я что-то покупал, помню. Джинсы покупал я здесь, на этой улице. Здесь тоже, видите, половина, ну не половина, даже больше. Большинство магазинов закрыто сегодня. Все люди ходят с индийской символикой, символикой индийского флага. Вот, смотрите, какая красота. Ой, какой у него шарик. Классно, не-не-не. Они обманывают, они типа вот такой шарик покупайте у меня. А на самом деле они там в 3 раза меньше, те, которые он продает. А это у него рекламный шар большой. Таких нет в продаже. Вот девочка идет, видите, с индийским флагом. Вон. Вон везде флажки на столбах индийские. Вот сейчас хорошо тем магазинам, которые работают, которые не закрылись в праздник. Они зарабатывают денежки больше. И больше клиентов, меньше конкуренции в такие дни. Вот штаны, видите, для девушек такие красивые. Sorry, I don't know. Чтоб вы понимали, насколько этот трэш был на этой улице. Я носил рюкзак впереди себя всегда, чтобы случайно кто-нибудь не залез там и ничего не вытащил у меня сзади, если бы он у меня был за спиной, этот рюкзак. Ну, с маленьким рюкзаком, когда едешь, какие-то ценные вещи там. Вот здесь такой был конкретный трэш полнейший на этой улице. А сейчас смотрите, какая улица. Прекрасная. Не. Вот Гурудвара. Это сикхский храм. Вот в любом сикхском храме всегда можно поесть бесплатно. Они всегда всех кормят бесплатно обедом. Ну, наверное, в определенное время. Вода бесплатная, еда бесплатна. Можно вот здесь, наверное, умыться. Вот, там вход туда, в Гурудвару. Я умоюсь. А вот видите, мыло. Вообще сикхи молодцы, они всегда молодцы. Мне всегда нравится у сикхов и в ресторанах, и в магазинах что-то покупать у сикхов. Они никогда не обманывают, сикхи. Вот.
Видите, как там внутри. Вот, можно пройти туда внутрь, если хотите. Много народу, я не пойду. Здесь вот поют бесплатно водой. Сикхи, они вот в таком тюрбане всегда. Так можно узнать, обознать сикха. Вот как индусов рисовали всегда раньше, еще в совковое время, на картинках, знаете, старик Хоттабыч в чалме. Так на самом деле это в чалме в этой ходят только сикхи в Индии. А это очень маленькая часть, очень небольшое религиозное меньшинство в Индии. А в основном, конечно, индийцы не ходят в чалме. Ну, может, когда-то раньше это было, давно. Не знаю. Сейчас только сикхи в этих тюрбанах. Вот такие магазины здесь одежды. Вот. Джинсы там по 650 рублей. Вон. А, это брюки просто, не джинсы. Вот любая футболочка по 200 рупий. Очень дешево. Выбирайте. Все красивые очень футболочки. Разного фасона. Раскраски. Мне вон там нравится идти. По зоне отдыха вот здесь. Тут даже вот сток сделали, видите? Для дождевой воды. Все правильно. Сделали как положено. Вот могут же, когда захотят. Дома красивые здесь, старая архитектура вот такая. Раньше их и как-то не было видно. Потому что нельзя было вот сюда отойти, где я сейчас иду. Тут просто непрерывно шел поток автомобилей больших, всяких грузовиков, больших машин. А сейчас здесь зона отдыха, поэтому можно разглядывать вот эту архитектуру, которая здесь на Чандни-Човк. И оказывается, здесь вот такие красивые старые древние дома. И можно вот сейчас как будто как-то с новой стороны посмотреть на эту улицу. Конечно, Индия меняется. О, какие сладости. Это все молочные продукты. Это вот типа кёрд сладкий с орешками. Очень красиво. Я ничего не хочу. Мне этого тали, видно, на сутки хватило сегодня, которое с утра я съел там у нас в Махипалпуре. И сейчас как-то не устаешь, когда гуляешь по этой улице. Приятно. Вот что значит взяли, сделали нормально. Для людей. И в Индии, конечно, много для людей делается. Вот здесь тоже сладости, гулаб-джамуны. Смотрите, маленький храм, как палатка. Хануманчик там внутри. Джай Шри Хануман. И главное, сделали вот эти стулья вот эти в стиле Дели, из красного вот этого песчаника тоже. Вот такой стиль Дели. Здесь много что такого цвета вот. Вот, друзья, баньянчик. Дерево. О, какой красавец, рикша. Thank you. Здесь написано вот дорога к метро. Да, вот. Типа, наверное, можно дойти до метро здесь. А здесь много этих баньянов. Вот они растут. Их, видимо, специально высаживали здесь. Такая прямо аллея из этих баньянов. А в крикет играют, стадион. Смотрите, друзья, какое дерево огромное. Разлапистое такое прям. Смотрите, как он спит классно. Кверх ногами. Вот такое дерево. И вот его корни. Вот его корни где. Видите, снаружи. Чину.
И вот тоже такая же история. Дерево вросло в бетон. Видите как? Странная улица вот эта, которая здесь к метро ведет. Кстати, я никогда не ходил по этой улице до метро. Да я прошел немножко дальше, чем основной поворот на метро, где Гурудвара. Я прошел до конца этой новой зоны отдыха. И теперь мне надо как бы обратно вернуться к метро. Здесь вот такая какая-то странная улица, где вот эта тенистая аллея с деревьями. Здесь куча каких-то странных личностей сидит. Кто-то в лудо играет там они, кто-то просто сидит. Куча людей просто сидит вот так вот. Да. Может, это улица отдыха Рикш. Но вот написано указатель swimming pool, то есть плавательный бассейн где-то здесь есть. Вот туда налево. Видимо, вот это плавательный бассейн. Я бы сейчас занырнул был в плавательный бассейн с удовольствием. Вон там. Вот, а это вот дорога к метро. Указатель. Вот она. Метро, дорога к метро. Я просто к метро подошел с другой стороны. С обратной. Там обычно 2 выхода и 2 входа. С разных сторон. С разных улиц. To the metro? Yeah, okay. You can go inside. Yeah. Душно, конечно, влажно очень. Я уже как-то привык к этой влажности. Но вот сейчас зайду в метро, там будет хорошо. Фу, мне вот хорошо, что я взял тряпку вот эту. Типа шарфика такой тонкий, как полотенце тонкое. Я хотя бы обтираюсь. Да. И хорошо, что у меня есть карточка метро. Она, кстати, действительно не только на городском метро, но и на аэропортовском метро. Вот на этой Аэропорт Экспресс Лайн она тоже работает. То есть мне не надо стоять в очереди, там, где аэропорт метро, и покупать билетик. У меня работает эта карточка. А, собственно, до моей гостиницы это можно доехать только на аэропортовской ветке метро. Обычное метро туда не едет. У меня далеко, очень далеко от центра Дели. Это моя гостиница. Махипалпур, это деревня совсем-совсем на окраине Дели. Это станция Раджив Човк, друзья. Станция Раджив Човк находится вот как раз в центре Канат Плейс. Тоже историческое место для меня. Я специально сюда приехал, чтобы погулять по этим круговым улицам в центре Дели, вокруг Центрального парка. Но об этом в следующем видео.